Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно, как всегда, приветствую случайных зрителей, подписчикам. Крепко жму руку. Вот, мы сейчас уже готовимся к съемкам нового теста с двумя насосами. Так, а именно мы будем использовать эти два экземпляра, два этих прекрасных насоса. Будем параллельно сейчас качать два спущенных колеса. Что ж, и сразу после доставки канала погнали! Так, ну что ж, переднее колесо у нас ровно 10 пси. Оно подспустилось, как вы видите. Точно такие же условия у нас будут и со вторым сейчас колесом. Так, ну что ж, аналогичные условия у нас и со вторым колесом. То есть заднее мы спустили тоже на 10. Сейчас, во-первых, сравним показания двух насосов. То есть у нас Xiaomi показывает 10. Сколько у нас на таком колесе покажет Baseus? Любопытно. Так, подключим Baseus. Блин, с Baseus'ом какая-то проблема. Он тоже сначала показал 10, но почему-то спускает колесо. Так. Еще раз измеряем. Ну, сам же он и спустил чуть-чуть побольше, показал 9,5. Вначале было показание 10. Ну что ж, теперь мы одновременно запускаем два насоса на работу. Так, я их вот так боком расположу. Качаем до 36. Так, я вижу, что Xiaomi, во-первых, я его запустил на несколько секунд позднее, у Xiaomi 13 пси, у Baseus 14 пси уже. Наблюдаем, смотрим, во-первых, проверяем скорость работы, насколько быстро они качают. И второе, мы проверяем, насколько хватает аккумулятора, по возможности, по крайней мере. Так, у Baseus 15, у Xiaomi все еще 13. Изначально перед тестом оба насоса были полностью заряжены. Напоминаю, что емкость аккумулятора у Xiaomi 2500 мАч, у Baseus 7500 мАч. Так, у Baseus я вижу уже 16 пси, у Xiaomi 14. У Xiaomi 16, у Baseus 17,5. У Xiaomi 16, у Baseus 18,5. Так, давайте смотрим на громкость работы Xiaomi. Baseus. А 17 у Xiaomi, 20 у Baseus. — 20 у Xiaomi, 23 у Baseus. — 22 у Xiaomi, 25 у Baseus. Так, я вижу, индикатор загорелся у Xiaomi, что уже аккумулятор разряжается. Вот он внизу. Вот, у Baseus, насколько я вижу, два деления, то есть примерно половина аккумулятора показывается. 25 у Xiaomi, 27, 28 у Baseus. При предыдущем тесте Baseus не смог докачать до 36, примерно на 32 он у меня отрубился, но я думаю, это не полная разрядка аккумулятора была, а перегрев, скорее всего, потому что очень горячая вот эта трубка накачивающая. Вот, у Xiaomi отключение наблюдается только в случае полного разряда аккумулятора. Ну, сейчас посмотрим при реальном тесте, при реальном накачивании, как у нас поведут оба насоса себя. В данный момент 26 у Xiaomi и 30 уже у Baseus. Ну, по всей видимости, уже сейчас можно сказать, что Baseus все-таки качает немного побыстрее.
но его вот этот вот отключение от перегрева, то есть не докачивание до конца, оно его лидерство, в общем-то, как-то ставит под сомнение. Сейчас посмотрим, как практически у нас. Вон Базеус отключился, у него было около 32, как раз таки опять. Xiaomi, как вы видите, продолжает качать. Так, сейчас пусть Базеус немножко отдохнет, и мы его повторно включим, чтобы он попробовал докачать. Так, Базеус загорелся и показывает 30. Так, давайте попробуем продолжить накачивание. Как раз у Xiaomi тоже. Продолжили. У Xiaomi 31 и у Базеуса 31. Качаем дальше. 32 у Xiaomi, 33 у Базеуса. Базеус 35 и отрубился опять. Xiaomi 34. Так, Xiaomi скоро будет 36, пока 35. Так, Базеус снова включился. Попробуем докачать им. Так, у Xiaomi 36 показывается на дисплее. Сейчас он должен сам отключиться, так как колесо накачано. Так, Xiaomi выключился 36. Накачивание закончено. Базеус 36, накачивание закончено. Оба насоса справились. У Базеуса показывается половина зарядки аккумулятора. Так, у Xiaomi горит показатель, что насос может скоро отключиться из-за разрядки аккумулятора. Насколько он действительно разряжен, пока непонятно. Так, ну что ж, мы сейчас будем продолжать наше тестирование уже с другими двумя колесами. Все-таки поймем, насколько сильно действительно насосы у нас разрядились. Но хочется сделать маленькое отступление. Все-таки процесс подсоединения насоса к колесу гораздо лучше все-таки у Xiaomi насоса сделан. Там встраивается совсем мало воздуха. А у Базеуса мало того, что в полностью закрученном состоянии часто воздух втравливается. В общем, сложно поймать удачное положение для окончания закручивания. И при подсоединении стравливается гораздо больше воздуха. Да, еще тут меня подписчики спрашивали в предыдущем видео, можно ли одновременно подзаряжать пауэрбэнком и накачивать. Я это проверил, с обоими насосами это невозможно. То есть они не могут и заряжаться, и работать одновременно. Это минус. Так, ну что ж, подключаем. Базеус уже подключен, подключаем Xiaomi. Ну что ж, тест номер 2 с теми же аккумуляторами, я их не подзаряжал. У вторых колес я спустил, значит, до 20 пси. И первое, и второе 20 пси. Начинаем. Начинаем. — 24 у Xiaomi, 25 и 5 у Базеуса. — 24, 25 у Xiaomi, 27 у Базеуса. — 27 у Xiaomi, 35 десятых у Базеуса. Так, Базеус отключился. Xiaomi продолжает работать. Но Базеус опять-таки он не полностью разряженный. Он отключается из-за перегрева, по всей видимости. Сейчас он немножко постоит, отдохнет и сам снова включится. Когда он включится, я продолжу накачивание второго колеса. 29 у Xiaomi.
Так, Базеус включился. Показывает 29,5. Так, Xiaomi 30. Соответственно, я продолжаю накачивать Базеусом. Так, 31 у Xiaomi и 32 показывает Базеус. Так, Базеус опять отключился. У Xiaomi 32. Так, Базеус снова с нами, показал 32,5. Готов покачать еще, по всей видимости. Так, разряд батареи все еще показывается половина. Продолжаем его. Так, 33,5 Базеус, 34 и 34 у Xiaomi. Так, Базеус у нас опять отключился. Ну, в общем, нормальная эксплуатация при накачивании, так скажем, на длинную дистанцию Базеуса постоянно прерывается. То есть его, по всей видимости, рекомендуется использовать только для коротких подкачиваний. Но подкачивать он быстрее действительно. Если для вас этот показатель, что на пару минут быстрее он подкачает, критичен, то, наверное, можно сделать выбор в пользу Базеуса. Но, конечно же, то, что он перегревается и более активно подспускает при подсоединении, это минусы. Так, Xiaomi у нас показывает 36. Уже мигает индикатор разряда, но малыш пыхтит. Все, процесс закончился, накачано колесо до 36 пси, сколько и требовалось. Так, и вот снова включился Базеус, показывает 34,5, половина разряда аккумулятора, но, в общем-то, я немножко подразочаровался в нем, если честно, потому что он так отключается часто, перегревается, по всей видимости. Да, качает быстрее, то есть короткую подкачку, немножко колесо подспустило, подкачать, наверное, быстрее получится при помощи него, но во всех остальных ситуациях и для большего количества разных устройств, конечно, я бы рекомендовал использовать насос от Xiaomi как более удачный. Ну что ж, я видео заканчиваю. Вам спасибо за просмотр, как всегда. Если у вас есть любые комментарии, любые выводы по поводу того, что вы увидели в этом видео, пожалуйста, комментарии к вашим услугам. Я вас благодарю за просмотр видео до конца. Как всегда, у меня формальности в конце. Спонсорами являются международные площадки AliExpress, Tmall, Gearbest и Banggood. Список лучших товаров, как всегда, в описании к видео. Естественно, если вам видео понравилось, не забываем поставить лайк. Кто не подписан на канал, подписываемся, нажимаем на колокольчик. Все, друзья, всем удачи. Как говорится, ни гвоздя, ни жезла. Пока.